И активируя все рычаги, я вернулся сюда, чтобы нажать, попробовать еще раз вот эти. Только чтобы обнаружить, что эти двери опять почему-то оказались закрытыми. Вот сейчас я сделал нужную комбинацию и... Дамы и господа, приветствую, с вами Сэр Холмс, прохожу Morrowind Tomb Raider Rebuild, по-прежнему в KMLZ, 6-й эпизод. В предыдущем я был буквально в самом его сердце, на самых нижних уровнях. Как вы помните, двигал там великий котел с лавой. И в этом эпизоде планы исследовать то, что еще не исследовано. Вот на этих лестницах, я знаю, есть еще один проход, который приведет еще к нескольким районам этого города, и на этом будет все похоже. И потом надо будет вернуться, посмотреть. Да, вот. Гармония скульптора, что-то такое. Посмотреть, помогли ли как-то мои манипуляции с активацией механизмов наверху. Так, здесь еще стопа человека и мера не ступала. Смотрите, даже нельзя залезть в этот... Интересно. Если что, сюда можно пролевитировать, но я сначала гляну, что у нас тут. Ой. Вас заметили, как говорится. Стрелы кончились. Продолжу тюкать. Ребят, холодом они этого не любят. Даже если фактически кому-то плевать на холод, по лору они его любить не должны. Да, Центурион лучник. Что такие пустые кеги? Так. Зал причины. Эти названия. Вот мне интересно. Как бы можно было оправдать тот факт, что главный герой вот так вот заранее знает, как называются те или иные локации. Хотя он первый раз вот буквально сунул в них нос. Это, скорее всего, игровая условность. На самом-то деле герой не знает, а мы знаем. Было бы забавно, если бы это бы оправдывалось, например, тем, что главный герой сам дает название подобным местам, в которые особенно впервые залезает вообще. А вот назову-ка я этот район Демерского города Зал причины, да? Но, судя по этим пустым кегам и по этому трупу, тут я не первый все-таки посетитель. Эти туристы уже здесь побывали. Мертвое тело. Так, отмычка. Давай отмычку возьму. Железный клинок. Чё ж ты откинулась, подруга? Завал я уже с двух сторон обошел. Так. Хор создателя, зал причины.
Схожу пока... Знаете, как будто что-то взорвалось, и эти трубы аж туда улетели, я не знаю. Вот сюда сначала слазить. Потом уже эти всякие хоры и залы. Тут, конечно, как-то не вижу ничего интересного особо, но... А, вон сундучок есть, смотрите. Как-то без левитации, нет? Не буду жадничать. Кагерер. Уже 2 кагерера нашел. Я на всякий случай его достану отсюда, потому что... А, я ж могу себе позволить еще один с собой носить. Я же левелапнулся, сил больше стало. Круто. Своевременно. Так, куда? Зал причины. Хор создателя. Почему мне сюда хочется все-таки больше? Давайте туда. Вот эти сундуки, они имеют свойство генерировать лут заново после сейвлоадов, что-то такое. Насколько я помню. Так что... Ай, да ну тебя. Так, завал. Можно так-то, наверное, этих даже и не осматривать, ребят. Кроме металлолома, все равно никогда ничего не находил ни на ком из них полезного. Да, я не помню, говорил я или нет. Но если успокоить двемерского призрака и попытаться с ним поговорить, ну, он не говорит просто. Он не нападает, но не говорит. Я говорю конкретно про... Да, вали отсюда. Конкретно про того, что сидит вот в этом самом глубоком уровне с котлом. Прямо у них, смотрите, сборище целое. Ну, им нормально, как будто не происходило вот этого всего 3000 лет назад, да? Или сколько там назад лет пропали двемеры. По-моему, где-то вот так вот, 3000 лет. Я помню, что одна из эр, по-моему, вторая длилась чуть ли не 3000 лет, а двемеры исчезли еще в первую. Так, ну если ты не отойдешь, я ж тебя прищучу. Мне просто почему-то не хочется этого делать. Я настолько фанат всей этой двемерской темы, что даже призраков двемеров не хочу тюкать. А, круто, у них тут прям чайник на плите стоит. Эти ребят реально как будто ничего не заметили. 3000 лет тут тусят. Опа. Вот это может быть полезно. Морская взрывчатка. А что, кстати, стекло у нас дает? Ничего хорошего.
Так, ну предположим, взрывчатку я у вас взял. Глаз Центуриона. Глаз Центуриона, это, конечно, интересно, но делать с ним ничего не интересно. Обувь у них такая. Как насчет уйти отсюда, дружище? Спасибо. Рычага там вроде нет никакого, да? Там нет рычага. Хорошо, все. Стелс от бога просто. Так. Я, кстати... На самом деле думал, что... Ну, чё вот я сюда залез, скажите на милость. О, божечки. Как прекрасно все видно зато. Вот, почему-то думал, что это должно сообщаться... В общем, что еще один другой выход отсюда должен быть. Но, видимо, нет. Видимо, нет. Очевидно, нет. Но будем думать, что туда я ходил за взрывчаткой просто. Ладно. Классно сверкает зеленая броня стеклянная. Все глубже и глубже. О. Тебя, наверное, прищучу сразу, чтобы ты не мешал мне тут. Ты бронированный. С тобой лучше осторожней. Копье достал. Кстати, я таких не видел даже еще. Вот есть просто копье, урон 21 максимальный у него. А это длинное копье, это 29. Какое?
Тропа рендера. Так, ну вот это ведь как-то можно привести в движение, ну по-любому. Блин. У меня сейчас нехорошее такое ощущение, как будто я что-то не так понажимал в предыдущих локациях, из-за чего сейчас эта стена закрыта. О. Гернол Мендис. Местный бедняга из Миралага, да? Как там это называется? Марок. Миралаг это другое немного. Так, ладно, пойдем в тропу рендера. Может, тут что найдется. Хм. Ну, так и думал, хорошо. Поступ Центуриона слышно. Вот он, заваленный проход. И тут у нас дверь открывающаяся. Приятно. Да, не пройти туда, к сожалению, дружище. Хм. Это так не работает, к сожалению. Что-то упускаю, похоже, я. Ну, знаете, либо... Возможно, где-то что-то активируется лишь квестами. Какими-то событиями, связанными с квестами. А, квестов я никаких с КМЛЗ нигде не получил связанных. О, смотрите, рычаги.
не запитан. А как запитать? Хороший, блин, вопрос. Пока что вообще нет идей. И похоже... Пришла пора покидать это место. Но тут явно прям... Большая часть контента, она скрыта вот за вот этими потаенными стенами. Ну и вы знаете, у меня складывается впечатление, что... практически все доступные без решения каких бы то ни было головоломок локации я исследовал в Кемелзе. Так что мне сейчас надо будет сориентироваться. Дайте мне секунду, пожалуйста. Вспомнил я кое-что из предыдущего эпизода под названием «Загадки Кемелзе», в котором я нашел вот этот вот бассейн Чифиц. Здесь 2 центурион-разведчика и куча кранов, которые не работают. Вот, если вы помните, кстати, тут в некоторых такое ощущение, что уже лут восстановился. Вот у нас была такая комната, где я активировал что-то. Оно должно быть до сих пор активировано, по сути. Тут смотрите, что есть у нас. Вон лестница, видите? Такая неприметная лесенка. А, она чем-то завалена. Черт. И на карте тут отображается, смотрите, еще вот эта вот тропа рендера. То есть у нее проход есть. Сюда можно залететь? Нет, похоже, нельзя. Это что-то даст? Ну-ка. Все еще. А,
А эта штука задвинулась. Хм, интересно. И что это дает? Без понятия. Эти рычаги всегда неактивны, или если... Да. Ладно, надо думать дальше. Вот, оказывается, я здесь пропустил 2 рычага. Не знаю, как я их так не заметил. Это для меня нетипично, но что есть, то есть. Я довольно много всего оббегал, прошел заново. А этот рычаг не работает. И этот тоже. Ладно, это нам ничего не дало, окей. Что ж, какое-то время прошло, я подизучил немного матчасти, и я действительно пропустил один рычажок, который кое-что делает интересное. Пойдемте со мной, покажу сейчас. Его было действительно трудно заметить. Так, давайте-ка я вот что сделаю сначала. Потому что он находится у нас аж вот здесь. Вот. Видите ли, понимаете ли. Вот он. А он не двигается. Я, знаете, такое ощущение, что ранее уже это делал. То есть двигал его уже. Ладно, думаем дальше. Действительно, меня немного подставила игра, смотрите. Я не обратил внимания, когда в тот раз, еще в одной из предыдущих серий, этот рычаг активировал. Я повернулся обратно уплыть, а тут смотрите, что произошло на самом деле. Вот. И это мы можем... Видите, шахта для слива жидкости. Вот. Такое уже было в Арткозе. Помните Арткоз? Никогда не забуду это. И вот еще у нас здесь есть одна. Все, вода ушла. В общем, в чем тут дело? Еще одна. Вот подобные штуки, которые открываются через механизмы, у них есть свойство закрываться обратно. После того, как ты перезайдешь в игру. И это отвратительно. Учитывая особенно, что этот рычаг уже второй раз не активируется. Вот, мне пришлось загрузить игру еще до момента эпизода под названием «Секреты Кемелзе». Чтобы... В общем... напасть на точку, которая... Ну, в общем, на момент еще до того, как я активировал вот эти штуки все. И вот тот рычаг конкретно. Чтобы была возможность его снова повернуть. Сейчас я, по сути, все переигрываю. То есть все то, что... Вот, зато теперь можно попасть сюда. Вот, все то, что с вами вот в этом эпизоде и в предыдущем мы исследовали, по сути, сейчас исследовать заново надо будет. Но это я сделаю за кадром, ничего страшного. Вот, и здесь можно пройти в путь рендера отсюда, да. Тут, похоже, ничего нету. Да, знаете, я прям сейчас левелапнусь. Снова до 50 уровня. Вот так.
Да, сейчас как-то все немного поудачнее в этом плане, знаете. В плане мелочей может складывается у меня теперь. У меня получилось сварить 2 зелья восстановления маны. Теперь можно почаще пользоваться заклинаниями. И левелапнулся я пораньше. Хоть что-то. Ну и да, и вот мы с вами в еще не исследованном месте. Меня, правда, продамажили так неплохо. Схлестнулся с Центурионом Стражем. Он был арбалетчиком, и он нормально так своим болтом арбалетным пробил мои доспехи все на вылет вместе с моими легкими. Поэтому у меня так мало хп сейчас. Это, кстати, небезопасно. Надо бы хоть вот... Вот что хоть сделать. Ну и опять же свиток, который чуть ману восстанавливает, и... О, еще один рычаг. И все остальное. Так, окей. Еще раз все осмотрю тут внимательно. Хорошо, больше тут ничего нет, надо сохраниться теперь. Ну, давай, порадуй меня. Там, наверное... ничего себе. Я думал, что я там уже был на самом деле. Вот такой вошел. Наконец-то путь свободен, да? Ах ты ж. Ау. Ремонтный Центурион. Слушайте, а может он был бы дружественным? Ну ладно. Да, действительно, я тут был уже. Просто в прошлый раз вместо этого ремонтного Центуриона тут был призрак Двемерский. Ну ничего, давайте. Тут еще повоюем с Двемерскими анимункули. Чё бы нет, это всегда приятно, не правда ли? Тут, наверное, открыл... О, да. Вот это мне нравится. И тут рычаг еще у нас. Отлично. Да что тебя? Ой. Что сломалось? Не нравятся мне эти звуки, как будто реально что-то ломается. Да ладно, это я просто... надо бы починить снарягу. Лук совсем уже никакой. Этот быстро отъехал. Так, и помнится, там внизу еще ходил у нас Страж Центурион. Так, ну я сейчас очень надеюсь, что...
что эти будут работать. Блин. Не работает. Ладно, а те? Ай, нет, 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 куда, куда? Рычаги, давайте. О! Опа, опа, опа. Может, эти будут работать еще? Не, эти так и не работают. Так, ладно. Без левитации смогу отсюда слезть? Уже не важно. Ладно. У нас улучшенный кровой Центурион. Он, кстати, не всегда отражает заклинания, иногда они на него проходят. Я заметил. Тут действительно больше подошли бы обычные какие-то стрелы, но у меня таких нет. Он любую магию, по сути, отражает. Ну, либо в лучшем случае у него резист срабатывает просто. Тут еще призрак бродит. Ну что, тут тоже рычаги, да, у нас? Ну, пока что все идет как нужно, прям. Мне прям нравится пока. Кагерер. Пойдет, пригодится. Этого парня прищучу на всякий случай. Тут, кстати, неплохой довольно лут, можно сказать даже. Так, это заслуживает отдельного сейва. Вот даже под этим можно. Хотя... Нет, давайте, наверное, под новым сейвом. Вроде это так называется. Рычаги зала причины. Что-то такое. А, ты не работаешь. Окей. Плохо, конечно, но что поделать. У меня еще есть надежда, учитывая, что я не активировал еще... Ой. Немного обжег лапки. Беспечный органианин. Не активировал рычаги, вот эти вот там... Котлы с лавой в самом низу. Может быть, после того, как я активирую их, тут что-то у нас можно будет сделать. Ладно, это надо все изучать. Вот, тут вроде ничего нового нет. Больше. Не знаю, может сюда еще слазить. Пришлось переиграть это все еще пару раз, потому что пока я облазивал заново все вот эти вот руины, зачищая заново их от всяких продвинутых центурионов и активируя все рычаги, я вернулся сюда, чтобы нажать, попробовать еще раз вот эти, только чтобы обнаружить, что эти двери опять почему-то оказались закрытыми. Вот сейчас я сделал нужную комбинацию и... Ничего не происходит. Ожидаемо. Ну...
Надежда умирает последней, я проверю. Может быть, что-то поменялось на верхних уровнях. Но есть у меня мысль. Скорее всего, сейчас это нам ничего не даст. Что... Ну, возможно, просто какой-то квест действительно надо. Ой, это еще не было, оказывается. Тут же нет никаких рычагов. Нет, тут нет никаких рычагов. Вот, возможно, какой-то квест в Хелниме есть относительно Кемелзи. Ну, причем, скорее всего, даже он там есть. Я что-то как-то нагугливал даже краем глаза такое. Не хотелось бы отъехать от этого парня. Ну, можно еще туда, конечно, было бы слазить, там, взять этот заряд двемерской взрывчатки. Но смысла нет, его все равно некуда тут применять. Из всех тех мест, которые мне удалось исследовать. Я уже тут почти наизусть запомнил все, куда тут можно лазить. Вот. Может быть, по этому квесту у кого-то есть что-то недостающее. И у меня даже есть мысль, что именно недостающее. Я тут поглядывал англоязычное прохождение, в котором... Ой, я уж забыл, как его... Что-то там Дэйв, какой-то Дэйв. Что-то вроде Wonderful Dave. Magical Dave, ну что-то в этом роде. У него... логотип это фоллаутский вот этот вот мальчик, Fallout Boy, не помню, как он называется. Пип-бой, ну вы поняли, да? Такой с усами, короче. Вот, неплохо он проходит, это все дело интересно. И практически так же заморочено, как я. Ну, конечно, до меня всем далеко, ну да ладно. Вот, у него я подслушал, что... нужно испорченное двемерское масло. У меня как раз такое есть в закромах в старом Бенгарде. Вот этот, скорее всего, рычаг можно будет смазать. И... А вот насчет этих я не знаю. Можно прям сгонять в старый Бенгард. У меня тем более, что есть якорь. Можно прямо сейчас оказаться в своей нычке. Ну, не знаю, я не знаю, как я поступлю еще. В предыдущем эпизоде я обмолвился, что... мой идеал — это 4 эпизода за раз записать и 2 недели ничего не записывать. То есть раз в 2 недели садиться за Morrowind. Но благодаря вот этому всему я за сегодня успел только 2 эпизода. Такое редко бывает. И вы знаете, такая уже закономерность начинает наблюдаться, что это бывает в основном, когда я натыкаюсь на какие-нибудь двемерские руины. Ну... с загадочками, с ребусами вот такими. Это еще ничего по сравнению с Арткозом. Помните, как там какие мучения были с этой? Ух, не хочу даже вспоминать. Вот. И да, через недельку я вынужден буду вернуться к записи. И недельку мне есть на подумать. Вот, а вы пишите тоже, что думаете, как лучше. У меня вообще план пока такой, что, да, действительно, можно сгонять в старый Бенгард за маслом, вернуться, попробовать с ним что-то сделать, причем опять тут все заново придется перепроходить, чтобы ничего не забаговалось, в нужной последовательности все это. Вот. Что получится с маслом, что не получится, неважно, оставить все как есть. И до лучших времен покинуть Кемелзи. Вот, а потом, когда разработчики Tamriel Rebuild выкатят обновления этих всех земель, включая Кемелзи, они тоже планируют это, я знаю.
вернуться, попробовать квест какой-то взять. Вот, и может быть как раз вот то, что я тут наисследую с маслом. Плюс то, что по этому квесту можно будет, возможно, какие-то недостающие элементы получить. В итоге что-то да получится, вот. Ну, а на этом давайте закругляться. Прекрасный повод, по-моему. С Кем.ЛЗ я еще не закончил, но в следующем эпизоде, надеюсь, это будет все уже. Это получится 7 эпизодов на Кем.ЛЗ, да? Жесть. Ну да ладно, не столь важно. Вам спасибо за внимание, за лайки, за просмотры, подписки, комментарии и вообще спасибо, что вы есть. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Tomb Raider Rebuild, Кем.ЛЗ. Всем пока.